Всем привет! Вы на канале Freaky New York, с вами Влад, и здесь я рассказываю про все самое прикольное, забавное, удивительное и секретное в Нью-Йорке. И сегодня я хотел бы рассказать вам про первый ежегодный парад костюмированных собак, который состоялся 31 октября 2021 года в Риджвуде. Ну а прежде чем мы начнем, подпишись на канал, поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. 3, 2, 1, поехали! 31 октября 2021 года в Риджвуде в тихом райончике Нью-Йорка состоялся первый ежегодный парад костюмированных собак в честь Хэллоуина. Организатором мероприятия стала милая девушка Ванесса, владельца маленького бизнеса в Риджвуде под названием Tiny Arts Supply. Ванесса, владельца Tiny Arts Supply, хотела организовывать разные ивенты и мастер-классы еще с тех пор, когда магазин находился в зародышском состоянии. Она активно участвует в общественной жизни и рассматривает ее магазин как оплот по соседству, который мог бы дать людям больше возможностей для творчества. Большинство событий не происходят непосредственно в стенах магазина, а перемещаются от места к месту по району. Это именно то, что Ванесса и хотела. И если вам будет интересно, я могу взять у Ванессы интервью, где она более подробно расскажет про ее деятельность. What is the next station? We just went to Topo's bookstore and now we're going to Graceland, which is just 2 blocks away. And that's our last stop for our Halloween parade. Oh, is it last stop? Last stop, and then we can go to Happy Halloween, and then we can go to the Windjammer because Laura from the Footlight is having a big Halloween event outside, and they've done it for many years, so it's quite large. А пока давайте немножко окунемся в историю. В один прекрасный день в конце июня 1935 года газета Brooklyn Daily Eagle и ASPCA в Бруклине организовали парад собак и лошадей. Но прежде, чем я углублюсь во все увлекательные подробности парада, я должен вкратце рассказать об истории ASPCA. Общество по предотвращению жестокого обращения с животными возникло как небольшая группа неравнодушных граждан Нью-Йорка. В 1866 году законодательным органом штата Нью-Йорк было зарегистрировано Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными. В обществе было много почетных членов и бывших членов официальных лиц, таких как Эндрю Джонсон и Рубен Фентон. Основателем ASPCA выступил Генри Берг. В 1867 году ряд жителей Бруклина, включая таких известных людей, как Генри Уорд Бичер и Генри Pierpont, основали бруклинское отделение ASPCA. Общество имело право преследовать фермеров, которые жестоко обращались с их животными, и жестоких собаководов, создавая приюты, которые будут заботиться о бродячих собаках и кошках, или, если необходимо, покончить с их жизнью настолько гуманно, насколько это возможно. Ну а теперь к параду. На параде ожидалось 500 собак, а также 252 лошади, и как мы видим, как минимум одна коза с телегой. В конце парада многие собаки, а также некоторые люди были награждены подарками. Категории призов включали в себя самый счастливый характер, самый длинный хвост, самые длинные уши, самую большую или самую маленькую собаку на параде, и это лишь некоторые из них. Конечно же, ASPCA позаботились о том, чтобы собаки не страдали от нехватки воды, еды или заботы. Не будем надолго останавливаться на истории, но с тех пор собачьи парады — это довольно популярная история. Так, например, Tompkins Square Park проводит ежегодный собачий парад каждый Хэллоуин. Этот парад всемирно известен, он же один из любимых мероприятий Ванессы в этом городе. Открыв магазин в этом году, она знала, что не сможет насладиться парадом, поэтому решила организовать ее собственный, прямо в Риджвуд. Насколько она была осведомлена, в Риджвуде никогда не было успешных собачьих парадов. Чисто технически, Arms Genius, бар на пересечении Линден и Вудворд, организовал подобное несколько лет назад, но большинство людей, и собак в том числе, просто тусили в баре. Также тут иногда проходят собачьи мероприятия в парках, но это все же не то. К сожалению, при такой высокой конкуренции довольно сложно привлечь много внимания, так как многие предпочитают посещать те мероприятия, которые они привыкли посещать. Грубо говоря, 10 лет подряд вы ходите в Starbucks, а тут открывается новая, никому неизвестная кофейня. И какова вероятность, что вы пойдете именно туда, вместо кафешки, которой вы доверяете многие годы? То же самое и с собачьими парадами. Тем не менее, Ванессе удалось привлечь внимание, и по моим подсчетам пришло около 50 человек, что на мой взгляд довольно неплохо. Так как 31 октября США праздновала Хэллоуин, многие собаки были одеты в тематические костюмы. Кстати, напишите в комментариях, какие понравились больше.
По итогу был проведен конкурс, где победители за лучший костюм были награждены памятными призами. И что мне действительно понравилось, так это то, что победители могли сами выбрать подарок из целой корзины разных вещей. We've come to a conclusion, a decision, everyone. We have 4 winners because it was so close. Oh, wow. So not in any particular order, actually. It's pretty much all ties. We have the family of Tony Soprano. You can take a prize. Take a prize. Next we have the vampire family. And we have the Pope. Mario, you're gonna win. We have David Byrne on his beautiful And to all the other wonderful dogs, you can come up and get a prize because you're all wonderful. You're all winners. And after this, in just about 2 minutes, we're going to go on a walk past Julia's, Topos, and Graceland. And then after, if you'd like to go to the Windjammer, the Footlight, Laura here is having a huge Halloween event outside. Thanks everyone for coming. Организованный Ванессой парад начался сразу после проведения конкурса и награждения участников. Он проследовал по всем перечисленным местам. Как и в случае с ASPCA, на каждой станции собак ждали вкусняшки, вода и забота. Хозяева собак, да и просто случайные прохожие, присоединившиеся к параду, тоже не остались без вкусняшек. И что самое интересное, при таком огромном количестве незнакомых друг с другом собак не было никаких непредвиденных ситуаций, и никто ни с кем не дрался. Более того, люди тоже не дрались. Все было мирно и спокойно. По окончании парада многие люди поблагодарили Ванессу за организацию столь классного и значимого для Риджидо мероприятия и пообещали присоединиться к нему в следующем году. Ну а мы тем временем продолжим следить за Ванессой, и если она организует что-то интересное, то обязательно снимем про это ролик. Что ж, дорогие друзья, я надеюсь, этот ролик был интересным и полезным для вас. Если да, подпишись на канал, напиши какой-нибудь комментарий, включи колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а лайки и дизлайки лишь по заслуженности этого ролика. Что ж, ну а я с вами прощаюсь. Скоро увидимся. Пока!